Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Привет, народ! Сегодня у нас на обзоре будет новая техника от Heimerdinger. Ну, новая не для них, новая для меня. Сбылась моя, так сказать, не совсем, конечно, далекая мечта. Купила себе такой вот подкачивающий насос на аккумуляторе. Чем очень, в принципе, доволен. Так, значит, в комплекте у нас была инструкция. В инструкции, в принципе, особо тут ничего и не написано. Органы управления, как снять, подключить аккумулятор, как переходники. Ну, в принципе, ненужная макулатурка. В комплекте был вот такой вот зарядник для автомобиля. То есть, чтобы мы где-то в дороге, если у нас вдруг случилась какая-то проблема с аккумулятором, всегда могли дозарядить аккумулятор. На входе у нас, ребята, где наш фокус? 12-15 вольт 2 ампера, и на выходе у нас 18 вольт 1 ампер. Так, будем использовать аккумулятор от гайковерта. Давайте проверим, подходит ли у нас данный разъем. Все, как вы видите, подошло отлично. Покупал, друзья, данный насосчик я без аккумулятора, покупал просто тушку, так как у меня уже от гайковерта есть на 6 ампер. От болгарки есть на 4 ампера, и не так давно приобрел клеящий пистолет на аккумулятор, и там у нас 2 ампера аккумулятор. То есть, если брать в дорогу, то 2 ампера нам просто за глаза, я так думаю. Ну, или на всякий пожарный можно 4 брать. Ну, 6 это уже, конечно, накачаешь и КамАЗ. Так, давайте теперь по нашему насосику. Выглядит он следующим образом. Вот такой вот конец шланга, полметра примерно. Шланг, кстати, очень качественный, в качественной оплетке. Вот, на шланге мы имеем такую прищепочку для подкатывания ниппелей, у кого ниппель стоит. Вот когда-то все время в велосипедах, помню, в моем детстве были ниппельные вентиля. То есть одеваем и зажимается и качаем. И вот такой вот зажим. Друзья, зажим мне этот никогда в жизни не нравился. Вот, ну, наверное, для таких целей подкачать там раз в месяц, допустим, колесо где-то или в дороге колесо, то, наверное, достаточно. Но скажу единственное, что я попробовал на ниппель. Он очень, друзья, глубокий. Вы знаете, кто следит за моим каналом, я установил себе датчики ТПМС в колеса. Вот, и там эти вот вентиля торчат очень мало. Вследствие чего, когда я одеваю на вентиль или на клапан данный зажим и начинаю качать, немножко подтравливает воздух. Вследствие этого наш приборчик долговато качает колесо. Вот, ну, будем демонстрировать. Я попробую все-таки как-то одеть его, чтобы не травило так. Моя обязанность вас предупредить. В будущем же я хочу это все дело снять и заменить на такой быстросъем, как в моем, допустим, или там в большинстве теперь подкачивающих пистолетов. Ножки у нас прорезиненные, такая твердая резина, то есть для того, чтобы мы могли где-то поставить не то на асфальт, не то там на просто грунтовую дорогу и качать, чтобы все это дело было не на весу. Сборка достойная, отличная. Наблюдается вот как бы вроде бы на первый взгляд облой, но его в реалии тут вот нет. Вот палец не цепляет, ничего буквально. Пластик у нас инструментальный, довольно прочный, хороший. Есть фирменная этикеточка, видите, Heimerdinger. В наборе у нас есть переходнички. Вот такой вот переходничок. Тоже качать какие-нибудь там бассейны, круги, я так понимаю, для плавания. И есть, друзья, вот такой вот переходничок-иголка. То есть для подкатывания, вы все знаете, там каких-либо мячей используется с таким переходничком. А то у нас с сынулей надо подкачать мячик. Мы едем в магазин, покупаем иглу. Вот, подкачали мячик, иглу положили в какую-то там шуфлядку из 100 шуфлядок. Опять забыли. Опять надо подкачать мячик, и опять едем в магазин за новой иголочкой. А тут, видите, все у нас лежит в комплекте. Имеется, друзья, дисплей. На дисплее у нас 3 функциональные клавиши. То есть клавиша включения и переключения, соответственно, давлений, PCI, там, килограммы, бары. И клавиша уставки давления. Выглядит все это у нас следующим образом. И что, давайте подключим аккумулятор. Обращайте внимание, вот сейчас я снял аккумулятор. При первой постановке аккумулятора у нас наш насос приходит, как бы включается и в рабочем положении находится. Вот так это все дело, друзья, выглядит.
Значит, вот этой клавишей, как я говорил, можем переключать режимы давлений. То есть у нас PSI, бары, килопаскали и килограммы. Мне в килограммах удобнее. А этой клавишей у нас регулируется уставка давлений. То есть в моем случае я сделал 2,5 подкачки, после чего у нас сам насос просто выключится. 5 соток я установил для того, чтобы во время съема из клапана вот этого наконечника, вот этот вот пшик у нас примерно и будет там 5 соток этих. Поэтому я вот так и сделал. Ну и можем увеличить давление, уменьшить давление и увеличить давление. Значит, по пределам у нас нижнее давление, давайте я покажу. Мы можем накачать 200 грамм, 0,2 килограмма. И дальше у нас перескакивает на 10,5 килограмм, либо атмосфер. Вот, как-то так. Давайте опять установлю я 2,05. Ух ты, переехал. Немножко бликует, пленка такая мутноватая, сверху защитная пленка, поэтому вот на камеру немножко так вот это все дело бликует. Довольно удобная штука. Значит, смотрите, установили мы 2,05 килограмм. Закрывайте уши, врубаю. Дует довольно классно. Что произойдет, когда мы заткнем наш выход? Я пальцем затыкаю и качаем. Все. И он набрал. Набрал и отключился. Помимо всего этого, друзья, нашелся очень большой минус. Очень большой минус. Почему производитель, делая автоматическое выключение по давлению, не сделал фиксатор клавиши? То есть колесо у нас в среднем качается до 2,05, в среднем 5-6 минут. Вот я уже протестировал, все вам уже говорю, но мы с вами позже пойдем тоже, я покажу все это на деле. 5-6 минут. И вы прикиньте, как 5-6 минут держать эту вот кнопочку. Поэтому производитель, если смотришь мой обзор, обязательно нужно как-то придумать и сделать фиксатор. Чтобы включил, насос у нас качает, а мы там занимаемся чем-то другим. Кушаем бутербродик, если нам это нужно. Так, далее по управлению. Вот, у нас дисплей потух, аккумулятор, как вы видите, установлен. Но смотрите сюда, вот дисплей потух. И я нажимаю кнопку. Все. То есть от случайных включений у нас тоже есть защита. Для того, чтобы нам его сейчас привести в исходное состояние, то есть в рабочее состояние, нам нужно, ребята, либо снять и установить аккумулятор заново, либо просто нажать вот эту кнопочку. Нажимаем, и у нас опять наш прибор в рабочем положении. Так, все рассказал, показал. Кстати, если вы обратили внимание, при нажатии этой кнопки кратковременно у нас даже показывается заряд батареи. Хотя за такой короткий промежуток времени увидеть там что-то просто невозможно. Но когда знаешь, тогда, конечно, да. Вот, еще на такой большой тоже плюс хочу обратить внимание. Это вот, друзья, пластмассовая пружина. То есть просто шикарная вещь придумана. В принципе, придумана она уже давно и в сварочных аппаратах в рукавах, и здесь. То есть нам не дает переломаться нашему шлангу. Что я теперь хочу сделать? Хочу теперь, друзья, я разобрать наш чудо-девайс. Мы имеем здесь 10 винтов под звезду Torx 10. То есть хочу разобрать и показать вам, да и посмотреть самому. Очень интересно, как же здесь все устроено. Ну, я представляю, что здесь обыкновенный, грубо говоря, аквариумный компрессор. Еще не сказал об одной функции, в принципе, как бы и нужной, и ненужной. Смотрите. Включим. То есть у нас есть, ребята, фонарик. Фонарик в дневное время, конечно же, нам абсолютно не нужен. Но вот ночью, когда у нас нет с собой ни фонаря, ни, грубо говоря, телефона, и чтобы подкачать колесо где-то в районе там леса, будет очень хорошим помощником найти нам наш клапан на колесе. Все, теперь снимаю аккумулятор, разбираю данный девайс, и мы смотрим, что там внутри. Итак, ребята, я раскрутил все винты. Значит, винтов у нас здесь 10 штук. По-моему, под звездочку Т10 или Т15. Вот, как-то так. Тут я смотрел, мне сынишка говорил шестигранник, но ни один шестигранник не подошел. Взял звездочку вот такую. И она прекрасно подошла. Так, суть не в этом. Давайте мы будем пробовать как-то разобрать.
Наверное, для этого надо нам вынять вот эти вот переходнички. И пробовать разбирать. Разбирается довольно, видите, просто. Так, вот наша часть. То есть пластик, смотрите, тоже. Пластик инструментальный, добротный. Все красиво, все четко. Здесь нашел я, видите, какую-то задумывалась кнопочку сделать. Вырез. Интересно. Вот. Здесь тоже у нас все просто. Стоит обыкновенный микропереключатель. Вот, микропереключатель вместо стандартной кнопки. В принципе, четко, добротно и надежно. Но, конечно, хотелось бы сюда, ребята, кнопочку с фиксатором. Так, двигатель у нас, к сожалению... Так, что у нас за двигатель? Так, 18 вольт, RS550 двигатель. Это кому, друзья, интересно. И вот такой вот редуктор с таким вот, друзья, поршеньком. Вот наш цилиндр сам и вот на шатуне пластиковый поршенек. Металлические все у нас шестерни, приводная звезда тоже металлическая. Так что я думаю, тут тоже особых проблем это все дело не вызовет. Главное долго не качать и соответственно не перегревать наше вот это вот устройство. Платка со светодиодом. Так, дисплей у нас выглядит следующим образом. Уже вынимать не буду, смысла нет. На дисплее, друзья, есть защитная пленка. Тоже снимать не буду, пускай катается он так. Так, ну и что мы не посмотрели. То есть вентилятор стоит довольно неплохой. Думаю, обдув здесь будет хороший. Вот все это так дело работает. Поршенек таким образом ходит. Смазки, конечно, здесь, друзья, нету вообще. Поэтому я рекомендую немножечко сюда заложить смазки на зубчатые эти вот колесики. Ну и в принципе все. Давайте посмотрим нашу плату. Пайка уже вижу, в принципе, такая, на оценку хорошо, с плюсом даже. Все добротно припаяно, все провода, все красиво и красиво, соответственно, уложено. Вот такой вот наш общий вид, друзья. Все, сейчас собираю, идем в гараж, спускаю с колеса воздух и будем с вами качать от 0 до 2 килограмм. И посмотрим, сколько времени у нас займет полная накачка. Конечно же, такое в дороге, в принципе, наверное, не часто понадобится. То есть качать от 0. Но мы с вами проверим вот именно время, за какое все это дело у нас накачается. Все, собираю и вперед в гараж. Так, ребята, спустил я воздух с колеса. Вот мой золотничок, я думаю, видно. Сейчас мы его закрутим. Подготовил, как вы видите, уже таймер. Но сразу хочу сказать, я уже говорил в момент обзора, что вот это вот наконечник, вот этот наконечник немножко подтравливает. Я не знаю, как будет у нас процесс происходить. Но я постараюсь его полностью одеть, по крайней мере, и зафиксировать. Все, у нас все готово. Компрессор готов. Так, теперь хочу показать, что в районе у нас 25 градусов. И померяем после того, как, соответственно, накачаем колесо. Так, все, давление у нас, включаем наш компрессор. Давление смотрим 2,05. Запускаем таймер и запускаем наш компрессор. Поехали.
Итак, ребята, как мы видим, давление у нас 2,05. Тут ничего у нас не потравливает, может быть, совсем чуть-чуть. Вот, и заняло у нас 5 минут 48 секунд. Вот такой вот, друзья, агрегат. Значит, снимаем наш шланг и давайте померяем, сколько у нас вот в районе нашего цилиндрика температура. 34 градуса. Вот, и пошло охлаждение. Надеюсь, видно. На этом, друзья, все. Будем с вами прощаться. Вещь, в принципе, отличная. То есть с нуля нам особо нигде подкачивать и не нужно будет колеса. Если у вас какой-то прокол, конечно, то тут как ни пышься, то не накачаешь. А так вот в дорогу где-то или по-быстрому немножко подкачать воздух. Вещь просто незаменимая. Все, ребята. Всем здоровья, удачи и до новых видео. Я рассказал тебе всю правду. Хотите — верьте, хотите — нет. Вот.